Всем здравствуйте, добро пожаловать на мой канал, с вами Николай, Луна и Ноа, мои собачата вместе со мной. Я искал какую-то зону, чтобы сесть, чтобы было маломальски такое видео, да, о разочарованиях, чтобы маломальски было красиво. Немного может шуметь за окном город, так как у меня окно открыто. И сегодня я просто расскажу, видео оно не какое-то будет супер познавательное, я просто расскажу о своем опыте с некоторыми растениями, в которых я разочаровался. Опять-таки нужно повториться, что эти растения прекрасны. На самом деле я их ни в коем случае вас не призываю не заводить. Это конкретно мой опыт, конкретно моих условиях и конкретно мои разочарования. Да? Ни в коем случае не обязательно у вас должно быть с этими растениями такая же история. И многие из этих растений я в свое время заводил, потому что мне их рекомендовали как очень такие здоровские, легкие в уходе растения. И действительно, наверное, это так. Но не срослось. Селяви. Итак, первое растение в списке, которое я хочу назвать, это сингониумы. Сингониумы – это боль. Это, пожалуй, самое большое мое разочарование цветочное во всей моей жизни. Да, на самом деле, я их завел. Кто следит за моим каналом, я завел в большом количестве. Возможно, это, кстати, опять-таки была ошибка. Надо было завести парочку, посмотреть за их ростом, понаблюдать, как-то отшлифовать уход. Но я такой человек, я люблю на все 100%. Если любить, то любить, да, если заводить сингониумы, то заводить. То есть все вот мне надо, чтобы было вот так, прям вот так, немного крайность. Я завел очень много сортов разных. Да, мне их рекомендовали как очень простые растения, что они растут как сорняк, растут очень быстро, постоянно дают новые листья. Ничего подобного. Конкретно у меня сингониумы росли крайне медленно, очень неохотно выдавали новые листья. То есть появлялся один лист, у многих сортов в этот же момент начинал отсыхать какой-то нижний лист. А мне тоже про них говорили, что они очень просты в плане содержания, что их никто не ест. У меня их ели все. Это было просто любимое блюдо всех вредителей. Если у меня появлялся вредитель где-то в любой комнате, сразу надо было идти смотреть сингониумы, потому что на них он тоже был. На них был червец, на них был паутинный клещ, на них был трипс. Да, и все это постоянно вот так чередовалось. Червеца я, правда, быстро вывел, а вот паутинный клещ и трипс на них появлялся постоянно. Я не знаю, с чем это связано, но их он ел всегда. Потом какой еще момент мне в них раздражал? У них очень плохо выходили листья. Не знаю почему, у них выходили новые листья, и они, знаете, как-то вот так слегка скрючивались и выходили вот так. То есть скрюченные и не раскручивались. Мне говорили, что может быть не хватает влажности воздуха. Я начинал их чаще опрыскивать, хотя я живу на острове возле Африки. У нас здесь влажность порядка 70-80%. Обычная влажность. Да, то есть не какая-то там супер. И в этой влажности они вот так себя вели. Начинал их опрыскивать, где-то оставалась вода в листиках, да, соответственно, эта вода начинала там производить процессы гниения, эти листья начинали чернеть, то есть я перестал их опрыскивать. Потом я пытался их раскручивать вручную, они начинали раскручиваться, какие-то листья при этом ломались, да, лопались, какие-то выходили, становились сморщенные, как керзовый такой сапог. В общем, я с ними в этом плане настрадался. Еще какой момент мне у них не понравился, это постоянно их нужно обновлять, в том плане, чтобы у многих продолжала держаться сортовая особенность. То есть сортовые признаки у них очень нестабильные. Они вот прям сегодня вышел один лист, завтра вышел абсолютно зеленый. То есть надо постоянно было... Луна лежит, не знаю, вам видно. Так, попа кверху, голова вниз. Такая поза собаки. Лун, ну что ты так лежишь? Тебе так удобно? Тебя, может, давай сюда ручку я подставлю тебе. Оп. Так, давай. Так, ложись. То лежишь совсем неудобно. Так вот, в общем, я их там пытался что-то резать, пытался пересаживать в горшки побольше, мне говорили. Пересаживать в горшки поменьше, мне тоже говорили. Ни в коем случае, опять-таки, это не говорю, что кто-то виноват. Это просто вот у меня с ними не сложилось. У меня у многих друзей они растут прекрасными кустами. Причем я мои сингониумы отдал бесплатно. Я их даже не пытался продать. У меня есть друзья, которые любят алаказии, которые любят сингониум. Я им отдал. И я потом у них был, так сказать, в гостях, там ездил по делам за одним растением. И у них панда, который у меня просто стоял вот такой, у них этот панда стал просто кустом, шикарным. Просто не сложилось. В общем, я сингониуму больше не завожу. Да, если у вас они растут хорошо, прекрасно. Если нет, то вот у меня не срослось. Да, первое растение. Крик души прям на эти сингониумы, прям вообще просто подлецы. А следующее растение, которое я хотел бы озвучить, я составил небольшой список, потом думаю... Следующее растение, да, давайте я назову. Это, они не идут прям, вот сингониум это номер 1. Все остальное это так, просто идет в списке. Причем эти растения до сих пор присутствуют. Это спатифилиум.
Он у меня есть, я его очень люблю, он до сих пор у меня живет, я вам ставлю фотографию этого красавца. Я его покупал большим достаточно кустом, спатифилиум его кто-то называет, кто-то Diamond, кто-то Gemini, кто-то еще как-то, вроде Diamond. А у меня был зеленый несколько лет назад спатифилиум, и всегда у меня одна и та же проблема. Кончики сохнут. Кончики сохнут безбожно. Они вот отмирают. Я не знаю почему. Вот вы можете видеть фотографию, да, моего. Он весь посохший. При том, что я ему брал уже много листьев. Я его пытался и опрыскивать. Я его поливаю так, чтобы у него никогда не пересыхал грунт, но при этом не был сильно влажный, то есть чтобы листья не опускались. Потому что мне тоже говорили, что когда постоянно колебания влажно-сухо, начинают сохнуть кончики. Все равно сохнут. Я его пересадил в свое время в горшок на автополив. Он начал чернеть, по всей видимости. Да, там может быть действительно такой косяк, что горшок был большеват. Но я добавил очень много коры, очень много разрыхлителей. Я думал, что это не был прям огромен, но он был, наверное, ну вот так, да, от основного кома корневой, где очень много корней было, примерно вот так был зазор по всему горшку шел свежего грунта. Он начал безбожно в нем чернеть. Я в итоге убирал листья, в итоге я из него достал. Корни были абсолютно целые, не было гнили никакой. Ком разросся в этот свежий грунт, но вот листья чернели. Сейчас у меня сидит в этом горшке поменьше, то есть я его практически посадил в горшок прям вот реально под корневую, то есть ни больше, ни меньше. Положил немного ему сверху мха сфагнума, чтобы просыхало не так быстро. Ну вот что-то он там пытается растить сейчас. Но это прям для меня, вы знаете, сейчас в коллекции это, пожалуй, самое напрягательное визуально для меня растение. Я на него смотрю и понимаю, что тебе надо. Я не понимаю, что ты от меня еще хочешь. Что еще ты хочешь? Не сошлось с ним. И я даже хотел какие-то еще эти спатифилиумы. У меня был зеленый, он делал то же самое. Только он еще цвел постоянно. При этом он рос, я его покупал такой пиндюркой, он вырос большой куст и постоянно с желтыми кончиками. Не знаю почему. Следующее растение это... Вот они надо мной висят, кстати, которые я себе оставил несколько штук. Это лесные кактусы. Туда можно отнести всякие эпифилумы, рипсалисы, рипсалидопсисы и прочие. Да? А у меня их несколько осталось. Я одно время тоже разошелся, увидев их красоту. В Садовом они были. А в центре я такой, вау, прям такие красивые растения. Прям хочу вот каскады себе, чтобы они у меня прям свисали. Прям вот я такой выхожу на балкон, раздвигаю эти джунгли, такие шторы зеленые. Я их развел. И тоже с ними очень много было проблем. И вот которые остались, они сейчас растут нормально. Так надо прошептать, да, чтобы не испортили. Растут нормально, 3 штуки. Вот у меня есть парадокса и 2 еще каких-то остались. Не знаю их точное название. Рипсалис и эпифилум. С ними сложно в поливе. То есть их не доливаешь, они начинают портиться, начинают подсыхать. Их слегка переливаешь, они начинают чернеть. И прям вот начинают гнить очень быстро. Я не знаю, они живут на балконе, очень много солнца. При этом они постоянно так себя вели. Те сорта, которые я их убрал, потому что я уже устал на них смотреть. Потому что я их не долью, они начинают все морщиться. Я их перелью. Я не мог найти, вы знаете, золотую грань полива. То есть там не было ни сильно влажно, ни сильно сухо, но они все равно начинали чернеть и как-то отмирать. Какой-то некроз тканей наступал у них, и они начинали отмирать. Я постоянно обрезал. И, кстати, их еще очень любят вредители. У меня... Где я живу, очень популярный вредитель это трипс. Да, надо рукой меньше двигать, но мне кто-нибудь напишет, зачем эти жестикуляции? Я такой, я вот так разговариваю, привычка уже такая разговаривать. В общем, трипс, очень их любят. И постоянно я их регулярно, которые у меня остались, протравливаю. Даже когда я трипса не вижу, я все равно их протравливаю. Ибо он очень легко у нас залетает в любое открытое, даже сеткой окно. И их очень с большим удовольствием ест. Поэтому лесные кактусы я тоже больше не завожу. Вот у меня осталось их 3 всего, да, было штук 7, наверное, остальные я отдал, и даже один, признаюсь, я поставил возле мусорного бака, он настолько меня задолбал своим видом, это был один эпифилум, который я и сяк, и со всех сторон к нему подходил, никак к нему не подойти, я его просто прям в горшке вынес и поставил возле мусорного бака. А вы знаете, когда стоишь возле мусорного бака, 5 минут его уже нет, если его бы я опубликовал на продажу, или еще что-то, он бы висел год. А так возле мусорного бака сразу он нашел себе новый дом, новый хозяин. А еще какие растения можно отнести к этому списку? Это пеперомии. Снимал видео об уходе за пеперомиями. Достаточно популярное видео. Вы знаете, они у меня растут хорошо. У меня есть несколько пеперомий осталось до сих пор. Растут шикарно. Даже пеперомия прострата, которая считается одной из самых сложных пеперомий. Рукой так и двигаю. Ну ладно, это часть меня.
которая считается одной из самых сложных пеперомий, прострата, да, потому что она очень капризная. Она у меня растет прекрасно, она у меня растет большими такими свисающими этими побегами, да, периодически скидывает листья, это часть ее природы, мне кажется, тоже, но растет хорошо. Да, Рокоскуру вообще абсолютно неприхотливая пеперомия, растет потрясающе красивым ампельным растением, пеперомия хоуп и многие другие. Но я хочу выделить именно пеперомии морщинистые. Их очень много, да, там Росса, Наполинайц и прочие, их там очень много. Да, такие пепероми, они почему-то в какой-то период своей жизни начинают вырождаться. Я не знаю, с чем это связано, друзья, если у кого такое происходило и как вы с этим справились. Росли прекрасно, нарастали, цвели, отцветали у меня, да, все хорошо. Но потом у них начинает происходить такой момент, что из центра розетки начинают расти какие-то полудефективные крошечные листочки. Причем в большом количестве. Они очень плотно забивают розетку, и вот эти листья, которые были изначально красивые, такие на достаточно длинных черешках, они начинают отсыхать, погибать, и вот остается непонятная какая-то мочалка в виде этих маленьких листиков, которые вот так вот полу такие скрюченные, как-то полунедоразвитые растут. Это одна проблема, которая меня в них раздражала, да, в этих пеперомиях. Я не понимал, что им нужно. Еще один момент, когда я от них начал избавляться именно от пеперомии сморщенных, когда на них напал опять-таки трипс. На них напал трипс, да, тоже очень вкусно ему было, видимо. Я их протравил, причем я протравил все пеперомии, и именно вот сморщенные начали погибать. Они начали просто разваливаться. Вот эти их листья мясистые, да, и начали просто вот так в какую-то кашу превращаться и разваливаться после протравки. Жесткая, например, пеперомия, и даже не жесткая, даже мягкая пеперомия прострата никак не отреагировала на эту протравку. Пеперомия рокоскуру вообще никак, она стала еще даже лучше расти, мне кажется. А вот эти начали просто одна за одной просто уходить на тот цвет. Я опять-таки пытался их черенковать, спасать, проращивать в мхе, проращивать в разных там, в перлите. Бесполезно, оно вот портится. И я понял, что какой смысл мне их иметь, если у меня постоянно бывает этот трипс, от которого невозможно, да, фактически избавиться, так как у нас вечное лето, всегда здесь тепло, он круглый год живет, а окна здесь я не могу не открывать, ибо, опять-таки, высокая влажность, начинает расти плесень, то есть даже сеткой всегда у меня открыты окна по всей квартире, и воздух гуляет свободно, иначе просто здесь невозможно жить будет, да, начинает появляться плесень на обуви, на всем. Кстати, вот мой обувной шкаф стоит на балконе, опять-таки, по одной из этих причин, да, чтобы плесень не так развивалась, ну, тут она вообще не развивается. Так, про них рассказал, кого еще хотел сказать? Фитонии, про них не буду долго рассказывать, тоже фитонии, маленькие суицидницы, это какие-то красивые комочки, которые можно поставить временно, понаслаждаться и просто потом, наверное, их выкинуть. Опять-таки, друзья, если кто выращивает фитонии на регулярной основе, и они растут у вас шикарно, поделитесь опытом. Прекрасно росли у меня, я разводил, у меня, наверное, было порядка 8 или даже 10 сортов. Я даже из поездок привозил, да, там кто-то везет какие-то более ценные растения, я привозил фитонии, потому что мне очень нравилось их сажать в композиции, они прекрасно, вот они такие, вот лучшие мои фитонии две лежат. Прекрасно они росли в этих композициях, но в какой-то момент тоже начали портиться. Тоже то ли вредитель, опять-таки я их обрабатывал, то ли не вредитель, я не знаю, они просто начали портиться, они просто начали погибать. Вот начинается новый рост, он засыхает, погибают целые побеги. Вот один, второй, третий, я их подрезаю. Вроде начинают обрастать, опять начинают погибать. Причем до этого росли шикарно. Это было, кстати, летом случилось, когда они начали у меня все массово гибнуть. Потом я их посадил вообще в один контейнер, все вместе, как композицию. И все, я вот настолько устал, я все-таки отношусь к растениям достаточно спокойно. Растения, да, это прекрасные живые существа, но это растения, это не даже не кошечки, там, не собачки, да, потому что это совершенно уже иной уровень привязанности, любви и все прочее, да, животные. За животное там будешь бороться до последнего. Но цветы, когда они начинают выносить мозг вот так, что они еще и сказать не могут, никак не отреагировать не могут, просто вот они погибают. Ну зачем страдать? В жизни много разных страданий, можно другим голову себе заморочить, из-за чего пострадать, но уж точно не за то, чтобы там вылечить какую-то фитонию. Поэтому я их собрал. И тоже, опять-таки, вот их я прям выкинул. Вы знаете, я их собрал, потому что они меня бесили в этом контейнере. Я думаю, блин, как мне надоели. Я их выкинул. Я даже не дал им второй шанс. Такой я жестокий человек оказался. Потому что там второму шансу уже было давать нечего. Там вот реально оставались какие-то бутылки кое-где с листьями. Да, это просто такая полусухая поляна это была. Я думаю, ребят, вы, наверное, отжили свои. Мне кажется, они все-таки какие-то сезонные больше растения. Кто-то их выращивает в террариуме. Но мне кажется, опять-таки, до какого-то периода времени. Меня предупреждали,
Николай, фитония очень своеобразные. Они начинают умирать неожиданно. Я такой, да нет, растут прекрасные. Росли очень долго. И потом резко начали все умирать. И последнее растение. Возможно, я им вас шокирую на самом деле. Возможно, даже кто-то скажет, я не хочу на тебя быть подписанным после этого, но я должен высказать свое ощущение по этому растению. Это филодендроны. Друзья, филодендроны. Я с высоты своего цветоводства сейчас считаю для себя, опять-таки, ни в коем случае не хочу никого оскорбить. Филодендроны прекрасные, очень много красивейших сортов. Я любуюсь ими в природе, у нас они часто растут в садовых центрах, любуюсь ими. Но себе я их больше заводить не хочу. Вот у меня на работе стоит огромный куст Imperial Green, мне хватит. Они, мне кажется, переоцененными. Вот кто еще со мной согласен, что филодендроны это переоцененные растения? Какие-то баснословные цены за многие там черенки в один листик просят, еще что-то, да? И на самом деле это такие муторные растения в большинстве своем. Во-первых, большинство филодендронов лианы, практически все они лианы. Им постоянно нужно строить эти опоры, эти туторы, да, из этого мха желательно, чтобы они были. Это вот такая коряга стоит, на ней вот такое вот 3 листа. И когда маломальски начинает что-то уже обрастать, эта коряга приходит в какой-то божеский вид, ее надо наращивать, потому что филодендрону расти некуда. Либо его надо постоянно черенковать и подсаживать. То есть, не знаю, для меня вот этот процесс туторов, тутор, я не знаю, наверное, это говорят по-русски, да, тутор, палка такая, грубо говоря, опора, вот. Для меня это прям тоже, вот я одно время заставил себе одну комнату этими туторами, я тут просто коряга, немного листьев коряга, немного листьев, ну я утрирую коряга, да, в общем, дрын, по всей комнате эти дрыны стоят с какими-то листьями непонятными, я такой думаю, блин, зачем мне это надо, в этом нет красоты, вот, например, аглоандемы, потрясающе красивые растения, огромное количество цветовых раскрасок, растут кустами, да, они там, тоже их надо периодически, когда они старятся, там, делить, еще что-то там обрезать, когда они вот прям такие вытянутые палки, но это много лет пройдет, пока случится. Филодендроны это вот реально вопрос месяцев. Вот реально у меня были эти филодендроны на дрынах, они меня задолбали. А еще какой у них момент, их тоже очень любят вредители. Особенно, я помню, у меня филодендрон бразильский был, его ел трипс непрерывно, я вот только протравлю, пока действует отрава, он стоит нормально, только закончится там 2 недели, да, это действие отравы, все, он опять в трипсе, и они постоянно в трипсе, эти филодендроны, их очень любит еще червец, клещ я на них не встречал, клеща, но вот трипс их любит очень сильно, и когда клещ, трипс жирает этот лист отпадает и остается вот такой вот, да, ствол этот, побег, голый. И просто опять-таки листики кое-где и эти голые побеги. Еще один момент, 2 филодендронских момента, тоже накопилось на филодендроны. Много я их выращивал, потому что я их люблю визуально, но задалбываю. Следующий момент это их сок, который они вырабатывают на нижней стороне листьев. Там есть несколько теорий, да, говорят, что это либо повышенная влажность они вырабатывают, когда они залиты, да, они вырабатывают этот сок, либо они так приманивают в природе, это реально факт, муравьев, которые их защищают от вредителей. То есть это такая защитная реакция филодендрона на вредителя. Но я вам скажу, у меня стоит этот Imperial Green на работе, на котором нет никаких вредителей, потому что он постоянно протравлен. Я его всегда протравливаю, он огромный. Вот он, кстати, такой кустовым растет, его я для себя держу, да, мне нравится. Но вот эти листья у него появляются периодически. Оно обкладывается, в общем, нижняя сторона листа этими капельками, такой, знаете, как соком. И этот сок, если его не едят муравьи, грубо говоря, не убирают его, или мы его постоянно не вытираем, он начинает выжигать листья. То есть это тоже уродует листья. И этот сок, он появляется на многих сортах филодендронов, это очень такое типичное для них явление. И самый, пожалуй, даже более раздражающий момент, чем дрыны, эти вот которые палки, у филодендронов для меня это почему у филодендрона нормально не выходят листья. Кто-нибудь может мне сказать? У меня с влажностью в 70-80% у него нормально, у многих сортов не выходили листья. Говорят, опять-таки, это перебой с поливом, еще с чем-то, но мне кажется, это все-таки больше влажность. В натуральных условиях, в природе, они растут в очень высокой влажности. И у них вот этот сок, которым они покрыты, новые молодые листики, он, мне кажется, размягчается очень легко в природе при высокой влажности. И, соответственно, дает выход листьям. В домашних условиях не говорите мне, кто сейчас смотрит, что у вас такого не бывало ни разу с филодендронами, что у них просто листья не выходят нормально. Они начинают где-то там кончик листа, например, остался внутри, и он начинает так горбиться, такой горб такой появляется, ты его начинаешь аккуратно пропихивать там. Кстати, в таких случаях можно использовать ватную палочку для ушей, аккуратненько увлажнить ее и аккуратно пропихивать этот листик, или обмотать его влажным каким-нибудь, я не знаю, тряпочкой или спонжиком, да, там, влажным,
тоже это помогает размягчить. Но все равно, даже когда ты так делаешь, если ты чуть не досмотрел за этим моментом, то эти листья выходят уродливые. Они выходят сморщенные, они выходят кривые, они выходят порванные. Это постоянная тема у филодендронов: сморщенные, кривые, порванные листья. В общем, для меня эти растения в природе прекрасны. В доме я их не вижу. Плюс зачастую они бывают очень громоздкие, филодендроны. Разрастаются очень сильно, а когда ты собираешь, даже не собираешь, а просто любишь растения, хочется иметь побольше всяких разных сортов. Да, а филодендрон зачастую может занимать полкомнаты один. Если, конечно, вам нравится филодендрон, чтобы он был один, мне кажется, будет прекрасно таким оформлением. Для меня это был не вариант. Да? И я прям с ними тоже подустал от филодендрона. Вот, пожалуй, растения, которые меня, так сказать, разочаровали. Опять-таки, повторюсь, они мне нравятся, поэтому я их заводил в свое время. И не факт с моей головой, что я их никогда снова не заведу. Да, все может быть. Уже не раз я наступал на эти грабли, заводить одно и то же по несколько раз. Но вот конкретно эти растения меня немного уже подтомили, так сказать, подзатомили ведь. Поэтому цингони мы точно не заведу, никогда больше, никогда. Я с ними больше не дружу, и фитони тоже никогда. Все остальное может быть когда-то. Любители филодендронов, не обижайтесь, это вот просто мой личный опыт. И, кстати, друзья, напишите при желании ваш опыт с этими растениями, с каждым. И, может быть, какие-то у вас есть свои растения в списке. Да, тоже. Кстати, вот можно сансевери, можно тоже сказать, тоже в свое время я в них разочаровался. Но сейчас у меня порядка 100 сортов. Почему разочаровался в свое время? Когда на них напал клещ сансевериевый, я не знал, как с ним бороться, у меня не было препаратов. Я просто вот реально ведрами выносил эти мусор, эти погибшие сорта. Очень много хани потерял, очень много сансеверии трифасиата, типа муншайна потерял. Но как у меня появились препараты, пусть даже совсем небольшое количество, я смог с этим справляться. Смог вылавливать этого клеща на ранних стадиях. И мне кажется, сейчас у меня даже такая ремиссия началась, что нет его, слава богу. Но я все равно продолжаю травить. Поэтому это разочарование вернулось все-таки для меня любовью опять. Да, это такая вот, наверное, любовь такая прям сильнейшая у меня, так сансеверия. Все остальные растения я вам уже рассказал. Все, друзья, спасибо всем, кто был со мной. Не обижайтесь, если что. Я знаю, есть очень чувствительные натуры, которые все принимают на свой счет. А ни в коем случае не хотел вас никак оскорбить моим списком. Это вот такой моя личная маленькая боль цветочная. Все, обнимаю. Привет еще раз вам от Ноа, от Луны. Сейчас придется их поднимать, потому что надо заниматься делами. Все, берегите себя. До новых встреч. Видео было долгим. Все, пока-пока.